Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Иван – маленький мальчик, которого бросили родители. Они оставили его на заснеженной горе и заставили выживать самостоятельно. Иван пытался выжить, пока не нашел сокровище, которое дало ему силу спасти мир. Но тут появился незнакомец и вырубил его. Он не только украл сокровище, но и запечатал его в теле Ивана. Спустя много лет Иван стал бесполезным мангакой, который пытается заработать на жизнь, публикуя свои комиксы в интернете. Он слушал новости, когда рядом с ним открылся золотой портал и затянул его внутрь. Он очнулся в странном мире и заметил, что его одежда изменилась. Он был уверен, что попал в прошлое. Это был его шанс. Теперь он мог стать героем, а не неудачником, который рисует мангу. За его спиной появился трехзвездный демон ветра. Иван испугался его силы. Он не понимал, почему сразу после прибытия ему пришлось столкнуться с таким сильным противником, но быстро успокоил себя, что он главный герой. Демон напал на Ивана и легко победил его. Иван начал сомневаться, что он действительно избранный. Лю Хан пришел ему на помощь и использовал силу молниеносного дракона, чтобы поразить демона. Иван подумал, что бой окончен. Но демон снова поднялся, и Иван побежал. Внезапно в его руках появился золотой меч, и его энергия притянула демона. Зверь начал преследовать его. Иван запаниковал и залез на дерево. Ветка сломалась, и он упал прямо на спину демона. Меч выскользнул из его рук и вонзился в демона, мгновенно убив его. На следующий день Иван просыпается на улице. Его будет дворник, который трясет его за плечо. Иван думает, что все произошедшее было сном. К нему подходит собака, несущая на голове маленькое желтое существо. При виде этого существа он понимает, что это был не сон. Он думает, что это был посланник Бога, который пришел заключить с ним договор. Иван приносит маленькое существо домой. Он ставит перед ним миску с кошачьим кормом, но существо отказывается есть. Существо представляется как Джером, божественный зверь, которому поручено охранять изначальное образование. Но Иван подозревает неладное и обвиняет Джерома в мошенничестве, потому что он не похож на демонов, которых Иван видел в книгах. Джером отвергает его обвинение, объясняя, что многое из того, что написано, преувеличено или ложно. Он подтверждает, что единственное, что в этом правда, это то, что бог-дьявол и его демонические ветра были запечатаны изначальным образованием в другом мире. Джером говорит Ивану, что он охраняет 3 мира уже миллионы лет. Он рассказывает, что это он дал Ивану Экскалибур, золотой меч, который появился прошлой ночью и помог ему победить демонический ветер. Джером объясняет, что печать ослабевает, и это приводит к разрыву между другим миром и 3 мирами. Эта энергетическая нестабильность позволяет проникать все большему количеству демонических ветров, что грозит их уничтожением. Он говорит Ивану, что его долг – войти в разломы и остановить демонические ветра, потому что ему выпала редкая возможность стать избранным. Их разговор прерывается звонком арендодателя Ивана. Он умоляет продлить аренду, чтобы арендодатель не выгнал его. Но как только он кладет телефон в карман, он случайно активирует приложение под названием «Тысячемильный голосовой помощник». У избранных есть 3 закона. Они не должны причинять вред обычным людям, они должны жить в гармонии с обычными людьми и не должны раскрывать свою личность. Но Иван этого не знает и в итоге попадает в руки Департамента иностранных дел. Его обвиняют в нарушении законов избранных. Они быстро проверяют его регистрацию в приложении и узнают, что его духовное животное – божественный зверь формации. Иван гордится, когда сотрудники департамента узнают, что Джером – божественный зверь. Они хвалят его, уверяя, что мир рассчитывает на него, что он его спасет. Они выходят из комнаты и смеются над Иваном, который думает, что Джером – божественный зверь, защищающий формацию. Джером набрасывается на Ивана, сердито напоминая ему, что он не должен раскрывать его личность. Но их прерывает офицер, который просит их уйти. Иван направляется к порталу и переносится в другой мир. Он оказывается в незнакомой стране и вскоре понимает, что находится на Южном континенте. Ему вспоминаются истории о 3 мирах и их 4 континентах – Северном, Южном, Западном и Восточном. Он приходит к выводу, что должно быть находится в Муншайне, на Южном континенте. Люди начинают говорить об Иване в Муншайне. Они удивляются, как такому неудачнику, как он, удалось привлечь внимание сотрудников департамента, чего раньше удавалось добиться только легендарному скелетному джинну. Мужчина заявляет, что Иван совсем не похож на скелетного джинна, потому что он никогда не смог бы заработать золотую стену во время испытания парящего сокола с нефритом, как это сделала она. Ивану становится любопытно, и он решает попробовать. Джером объясняет, что нефрит пророчества – это показатель силы избранного. Испытание заключается в том, что нужно пройти через стену, которая отражает силу нефрита. Те, кто проходит испытание, узнают свой ранг по свету, отраженному стеной, который бывает 5 цветов – золотой, фиолетовый, синий, зеленый и белый. Золотая стена означает непревзойденную силу, а более слабые цвета означают
означают, что человек должен отказаться от звания избранного. До сих пор только скелет Джин смог пройти через золотую стену. Иван хочет пройти испытание, но Джером останавливает его. Два человека подходят к Ивану, насмехаясь над ним, потому что он слишком боится пройти испытание. Иван настаивает, что страх никогда не был частью его жизни. Он полон решимости доказать им обратное и уверенно подходит к нефриту. Иван касается нефрита и с силой ударяет по нему. Раздается оглушительный треск, и толпа затихает. Люди смеются над Иваном, считая его слабаком. Но Иван не обращает на них внимания, потому что верит, что он избран судьбой. Иван достает свой экскалибур и замахивается на нефрит. Раздается оглушительный треск, и толпа замолкает. Зрители в шоке смотрят на разбитую стену. Директор Зайн подходит к месту происшествия. Иван ждет, пока директор подойдет к нему, готовый к наказанию. Зайн приветствует его и выражает свое восхищение. Он хвалит ноги Ивана, говоря, что никто никогда не разбивал стену. Зайн предлагает Ивану присоединиться к борьбе с демоническими ветрами и доказать, что он настоящий воин, защищающий 3 мира. Он хвалит потенциал Ивана и дает ему первое задание. По заданию Иван должен расследовать странные события в университете лунного света. В отчетах говорится о самопроизвольно перемещающихся артефактах, загадочном исчезновении древнего меча, необъяснимых взрывах и странно ведущем себя мусорном баке. Той же ночью Иван начинает расследование и первым делом осматривает подозрительный мусорный бак. Джером ругает его за то, что он отвлекся от дела. Он напоминает Ивану, что его предназначение — сражаться с демоническими ветрами и войти в разлом, а не работать мусорщиком. Но Ивана это не беспокоит, потому что даже маленькие дела имеют большое значение. Иван рассказывает, что древние руины университета лунного света были раскопаны 3 месяца назад, но странные слухи появились только месяц спустя. Он отмечает, что примерно в то же время была найдена партия древних мечей. И с тех пор, как пропал один из этих мечей, артефакты в выставочном зале перестали странно двигаться. Джером отвергает идеи Ивана, но Иван считает, что пропавший древний меч пытается призвать из-под земли какую-то злую силу. Он решает найти меч любой ценой. Внезапно разлом активируется, мощный порыв ветра сбивает Ивана с ног, заставляя его вытащить экскалибур. Появляется огромный краб, и Иван писается от страха. Краб бросается на него, и Иван пытается убежать. Он уворачивается от шквала атак, но один удар заставляет его блокировать его экскалибуром. Сила меча ломает одну из лап краба. Это воодушевляет Ивана, и он наносит еще один удар, ломая остальные конечности. Монстр ошеломлен и начинает отступать. Иван преследует убегающего краба. Внезапно существо разворачивается и атакует, разбивая экскалибур и отбрасывая Ивана. Краб поднимает его как тряпичную куклу. Иван паникует и начинает звать на помощь, пока краб его душит. К ним на мотоцикле подъезжает девушка и превращается в джинна-скелета. Она нападает на существо, заставляя его отпустить Ивана, и легко побеждает его. Дома Джером злится, что его духом-хранителем стал такой слабый человек, как Иван. Это произошло только потому, что он не смог найти никого другого. Джером вспоминает ту злополучную ночь, когда он заключил контракт с Иваном. Он толкнул Ивана в портал, надеясь пожертвовать им, потому что тот был слишком слаб, чтобы стать настоящим духом-хранителем. После того, как они приземлились у разлома, Джером заметил, что демонический ветер не обращает внимания на Ивана, потому что тот был недостаточно силен, чтобы привлечь его внимание. Джером отдал экскалибур Ивану, намереваясь приманить демонический ветер к себе, чтобы починить печать. Но случилось непредвиденное: Иван победил демонический ветер. Иван приходит в себя. Он смотрит на Джерома и говорит, что все понял. Он спокойно заявляет, что больше не будет сражаться с демоническими ветрами. Он объясняет, что должен сосредоточиться на других способах защиты 3 миров. Джером насмехается над ним и обвиняет его в трусости. Иван признается, что испугался во время битвы с крабовым монстром. Иван вдруг замечает, что экскалибур светится зеленым, восстанавливаясь. Джером и Иван с удивлением наблюдают, как экскалибур снова собирается воедино. Джером бормочет, что такое восстановление мог совершить только кто-то очень могущественный. Иван радуется, что восстановление меча доказывает, что он избранный. Затем Иван добавляет, что битва с крабовым монстром была всего лишь проверкой его способностей. Джерому надоедают фантазии Ивана. Иван вспоминает историю о войне с дьявольским богом, которую когда-то рассказал ему Джером. Он расспрашивает Джерома о том, как герой управляет 4 стражами и 5 часами. Джером уходит от ответа, но Иван этого не замечает. Вместо этого он начинает представлять себя героем, окруженным своими собственными могущественными стражами и часами. На следующее утро Иван навещает Лю Хэна, который недавно переехал в квартиру этажом выше. Ивану становится любопытно, когда он замечает вокруг несколько светящихся камней. Лю Хэн объясняет, что каждый камень имеет свое предназначение,
но их можно получить, победив монстров или демонов, как того трехзвездочного демона ветра, которого они недавно одолели. Они решают продать добычу торговцу, и Лю Хэн не дает Ивану попасться на удочку. Иван решает угостить его ужином в знак благодарности, но владелец ресторана – огромный тигр, которого обижает клиент. Иван действует быстро, потому что не верит, что это справедливо. Он останавливает клиента, который бьет тигра, и говорит ему извиниться. Но мужчина отказывается извиняться и убегает. Иван гладит Майю, владелицу ресторана, и удивляется, когда тигр благодарит его. Иван думал, что Майя – это дух, но она объясняет, что она тоже избранная. Иван и Лю Хэн идут к разлому, и Лю Хэн замечает, что он снова активируется. Они без колебаний направляются к нему. Внутри разлома они видят четырехзвездочного демона ветра. Лю Хэн предупреждает Ивана, что этот демон специализируется на скрытых атаках. Демон ветра вызывает ураган. Джером чуть не попадает в него, но Иван успевает его поймать. Он решает бросить Джерома прямо в ураган. Джером бьет демона ветра, но тому удается сбежать. Он хватает Экскалибур, но Лю Хэн останавливает его, не давая атаковать. Лю Хэн настаивает на том, чтобы сначала разработать тактику, и говорит Ивану использовать базовые приемы с мечом. Иван признает, что не может их использовать, поэтому игнорирует советы и атакует безрассудно. Экскалибур настолько силен, что даже Лю Хэн удивлен. Они пытаются координировать свои атаки, но их мечи сталкиваются друг с другом. Демон ветра пользуется моментом и сбегает под землю. Лю Хэн предупреждает Ивана, что демон ветра может напасть снизу. Демон ветра вырывается из-под земли, и Лю Хэн наносит мощный удар. Демон уклоняется, и удар Лю Хэна попадает в Ивана. Иван использует Экскалибур, чтобы отразить удар Лю Хэна, и тот оказывается весь в своей же силе. Лю Хэн быстро предупреждает Ивана, что демон ветра поднимается из-под земли. Иван вонзает Экскалибур в пол. Удар такой сильный, что даже Лю Хэна отбрасывает в сторону. Монстр наконец-то появляется. Иван говорит Лю Хэну отойти и защищаться, потому что он только навредит себе, ведь он не избранный. Лю Хэн злится, что Иван насмехается над ним, пока он пытается его спасти, и говорит ему признать, что он сильнее. Демон ветра нападает на Ивана, но тот отбивается мечом. Лю Хэн расстраивается из-за слов Ивана и вмешивается, чтобы закончить бой. Лю Хэн выпускает водных драконов, которые мгновенно побеждают демона ветра. Иван преклоняет колени перед Лю Хэном. Он забирает свои слова обратно, признавая, что Лю Хэн сильнее его. Иван отрабатывает базовые удары мечом, которые раньше не умел делать, следуя инструкциям из книги, которую дал ему Лю Хэн. Он говорит Джерому, что раньше всегда был один, но теперь ему нужно больше работать, чтобы защищать Лю Хэна, своего нового напарника. Они находятся в квартире Лю Хэна. Дядя Мэн говорит Лю Хэну, что не стоит беспокоиться о том, что Иван присоединится к команде, потому что он надежный. Лю Хэн не согласен, говоря, что Иван безрассуден, и это может подвергнуть опасности любую команду. Дома Иван проверяет, как продвигается его манга. Он разочарован тем, что она не привлекает много внимания. Позже той же ночью он засыпает от усталости. Его будет звонок редактора. Иван видит, что его манга внезапно стала популярной. Редактор предлагает ему создать нового персонажа с аурой альфы. Иван вспоминает Джинна-скелета, который спас его от крабоподобного монстра, и решает нарисовать персонажа, похожего на нее. На следующий день, когда он разносит заказы, Джером спрашивает, когда Иван планирует перестать тратить время и снова сразиться с демоническими ветрами. Иван отвечает, что это не совсем от него зависит, но он хочет поскорее войти в разлом, чтобы набраться опыта для своей манги. Он вдруг слышит, как какая-то девушка зовет на помощь, и решает проверить. Она напугана, потому что к ней приближается странный человек, и Иван, не раздумывая, бросается на помощь. Он не может позволить, чтобы девушке причинили вред. Он бросает еду в парня и бьет его ногой в лицо. Но оказывается, что это недоразумение, потому что они снимают сцену для фильма. Иван пытается извиниться за произошедшее, но вдруг по переулку проносится сильный ветер. Иван поднимает голову и видит, что активируется новый разлом. Город окутывает красное свечение, когда трещина распространяется по улицам. Иван стоит неподвижно, а из трещины появляется огромный зверь. На его шее висит толстая цепь, которая гремит при каждом движении. Иван крепко сжимает свой экскалибур и бросается вперед. Он пробует новую технику владения мечом, но зверь ловит его клинок своими огромными лапами. Иван не успевает среагировать, как зверь плюет ядом ему в лицо, но это не действует. Иван бросается вперед, готовясь нанести новый удар. Но прежде чем он успевает это сделать, из-под земли вырываются каменные шипы, и он оказывается в ловушке. Джером молча наблюдает за происходящим. Он рад, что Ивана принесут в жертву, и печать наконец-то восстановится. Массивные лапы зверя опускаются, но прежде чем он успевает нанести удар, в воздухе мелькает фиолетовая вспышка. Удар отбрасывает зверя назад, спасая Ивана. Иван поднимает голову и видит скелет Джинна. Она двигается с невероятной скоростью и уворачивается от каждой атаки зверя. Джером злится на скелет Джинна, которая мешает его планам.
Получив удар от скелет-джинна, зверь остается стоять на месте. Они понимают, что демон-зверь ветра пятизвездочный, поэтому его так трудно победить. Зверь снова бросается на скелет-джинна. Иван освобождается от шипов и достает Экскалибур. Он предлагает скелет-джинну объединиться, но не замечает, что зверь подкрадывается сзади. Скелет-джин вмешивается и спасает его. Она выходит вперед, вступая в бой со зверем. Экскалибур Ивана начинает светиться зеленым светом, притягивая его к месту сражения. Из-за этой энергии он вместо монстра ранит скелет-джинна. Чудовище нападает, но не может сравниться с ловкостью Джинни-скелетон. Тем временем Иван все еще не может управлять своим мечом, который хочет сразить Джинни-скелетон. Джинни-скелетон использует свою силу, чтобы удержать Ивана на месте. Она заколдовывает чудовище, и оно застывает на месте. Иван понимает, что нашел себе телохранителя. Джинни-скелетон заколдовывает чудовище и поднимает его в воздух, что и завершает битву. Разлом деактивируется, но Джинни-скелетон не может найти ядро демона ветра. Они оба возвращаются в свой обычный облик, и Иван понимает, что Джинни-скелетон на самом деле Кин Моу. Он умоляет Кин Моу стать его телохранителем, но она холодно отказывается. Лю Ханг не понимает, что нужно Ивану, и дает ему базовые советы о том, как знакомиться с девушками. Первый шаг – это очевидно следить за ней и притворяться, что ты слушаешь и заботишься о ней. Поэтому он решает пойти за ней в приют, где она играет с детьми. Иван с улыбкой наблюдает, как дети хвалят Кин Моу. Они, кажется, обожают ее и даже просят спеть. Он взволнован и хочет услышать ее голос. Когда Кин Моу начинает петь, он замирает от шока вместе с детьми. Ее голос неожиданно ужасен. Он слышит, как работники приюта смеются над тем, что Кин Моу уже много лет не может улучшить свой голос, и говорят, как много она помогла с усыновлением детей. Иван подходит к ней и говорит, что быть усыновленным и любимым приемными родителями – это начало счастья для сирот. Затем он рассказывает о своем прошлом, говорит, что в последний раз видел отца, когда был примерно в том же возрасте, что и сироты. Иван подходит к ней и просит стать его телохранителем, но она отказывается и уходит. Иван расстроен, что Кин Мо ему отказала. Но вдруг у него звонит телефон. Это его редактор. Он начинает отчитывать Ивана, говорит, что его мангу удалили из-за обвинений в нарушении авторских прав. В довершение всего редактор добавляет, что Иван не получит зарплату. Иван начинает паниковать и решает срочно поехать в офис редактора. Внезапно активируется разлом. Воздух становится тяжелым, и город сотрясается от голубого света. Иван собирается войти в разлом, но тут раздается еще один звонок. Его арендодатель требует оплатить просроченную аренду и угрожает выкинуть все его вещи и рукописи. Иван в растерянности, не зная, с какой проблемой разбираться в первую очередь. Он сжимает кулаки и решает стать героем. Он направляется к разлому и видит, что на Майю нападает тот же пятизвездочный демон ветра, с которым он сражался с Кин Мо. Иван блокирует атаку демона ветра своим экскалибуром. Он спрашивает, почему пятизвездочный демон ветра все еще жив. Он говорит Майе бежать, пока он разбирается с демоном. Майя поворачивается, чтобы убежать, но колеблется. Она оглядывается и видит, что Иван борется с демоном ветра. Она бросается на помощь Ивану. Она замахивается топором, но демон ветра отбрасывает Ивана назад, и топор случайно попадает ему в голову. Иван не обращает внимания на боль, потому что не хочет потерпеть неудачу как герой. Демон-ветер наносит шквал ударов, но Иван блокирует каждый из них. Майя пугается и прячется. Иван вкладывает всю свою силу в экскалибур и наносит удар. Лезвие рассекает руку демона ветра, отрубая ее и обезоруживая чудовище. Иван готовится нанести смертельный удар. Он снова замахивается экскалибуром, чтобы закончить бой, но демон-ветер хватает клинок оставшейся рукой. Сила демона ветра начинает брать верх, и Иван чувствует, что его хватка слабеет. Он зовет Майю на помощь. Майя слишком напугана, чтобы действовать. Иван говорит ей, чтобы она поверила в себя и сделала шаг вперед. Он уверяет ее, что она в безопасности, потому что он отвлекает демона ветра. Слова Ивана подбадривают Майю. Она собирается с духом и бросается на демона ветра. Она бьет чудовище сзади, но удар не причиняет ему вреда. Демон-ветер рычит и бьет кулаком по земле, вызывая ударную волну, которая отбрасывает их назад. Демон-ветер внезапно восстанавливает свою отрубленную руку. Иван в недоумении смотрит на него и называет демона ветра обманщиком. Он заявляет, что раз уж тот играет нечестно, ему придется показать свою истинную силу. Он желает демону ветру лучшей судьбы в следующей жизни, прежде чем разрубить его на куски экскалибуром. Иван потрясен, когда отрубленные части тела демона начинают срастаться. Демон-ветер становится еще больше. Демон-ветер – это всего лишь иллюзия. Настоящее тело демона ветра где-то спрятано.
Пока основное тело не будет найдено и уничтожено, иллюзия будет продолжать восстанавливаться. Иван и Майя решают бежать. Майя спотыкается, и демон-ветер бросает в них огромный камень. Иван едва успевает увернуться и помогает Майе подняться на ноги. Они продолжают бежать, но на них снова летят камни. Иван рубит некоторые из них экскалибуром, но не замечает, как кулак демонического ветра летит прямо на него. Удар отбрасывает Ивана в сторону, и демонический ветер снова ловит его в ловушку, поднимая шипы из земли. Майя остается одна, глядя на демонический ветер, который превращается в огромный валун. Валун падает прямо на Майю, когда появляются Лю Хэн и Ким Мо. Иван сердито заявляет, что он пришел сюда не для того, чтобы смотреть, как страдают люди. Иван становится сильнее и вырывается из ловушки с шипами. Демонический ветер снова пытается поймать Ивана, посылая на него волну камней, но он рубит их все. Он быстро понимает, что меч не наносит демоническому ветру большого урона. Он направляет огонь меча и сжигает главное тело демонического ветра дотла с помощью новой техники владения мечом. Перед ним появляется ядро демонического ветра. Лю Хэн в шоке наблюдает за этим, понимая истинную силу Ивана. Майя выбирается из-под груды камней. После битвы Иван спешит домой. Он осматривает свой дом и с облегчением видит, что все его рукописи целы. Джером тоже здесь. Звонит его арендодатель и сообщает, что кто-то заплатил за аренду. Иван радуется и благодарит за то, что ему не придется ночевать на улице. Раздается еще один звонок от его редактора. Редактор извиняется и объясняет, что проблема с авторскими правами была недоразумением. Он хочет, чтобы Иван поскорее приступил к работе и написал новую главу для своих растущих поклонников. Иван улыбается и утверждает, что если бы Ким Мо увидела, как он победил демона ветра одним ударом, она бы, несомненно, восхитилась им. Он клянется усердно трудиться, чтобы расплатиться со своими долгами и привлечь Ким Мо в качестве своего левого защитника. Иван проверяет свой телефон и видит сообщение из правительственного офиса Дабу. В нем сообщается, что за просроченный штраф теперь будет начисляться штраф в размере 1% ежедневно. Когда он нажимает на ссылку в сообщении, он случайно попадает в групповой чат с избранными. Он замечает, что Джин-скелет занимает 10-е место в списке избранных, в то время как он уже занимает 49-е место. Групповой чат гудит от обсуждений победы Ивана над пятизвездочным демоном ветром, с этим не справился даже Джин-скелет. В то время как некоторые участники группы хвалят достижения Ивана, другие считают его нарушителем спокойствия, которому просто повезло. Майя говорит в групповом чате, чтобы похвалить Ивана и поднять ему настроение. Тем временем Лю Хэн пересматривает свое мнение об Иване после того, как был впечатлен тем, как он победил пятизвездочного демона ветра. Лю Хэн говорит дяде Мэну перестать связываться с Иваном. Он рассказывает, что именно дядя Мэн создал проблемы с арендной платой Ивана и Мангой, поэтому им не нужно объединяться. Дядя Мэн сообщает Лю Хэну, что он уже все уладил. В квартире Ивана Джером замечает нечто странное. В окно брошена граната с усыпляющим газом, которая вскоре заполняет комнату. Перед тем, как заснуть, Джером замечает, как кто-то забирается в окно. Незнакомец меняет экскалибур на поддельный меч и убегает, не будучи пойманным. На следующий день Иван получает сообщение от Майи с просьбой о помощи, потому что ее духовное животное Блу пропало. Иван идет в парк навстречу с Майей, и вдруг кто-то толкает его в плечо. Обернувшись, он видит застенчивую девушку, которая утверждает, что она Майя. Она смущенно объясняет, что использует программу для изменения голоса, потому что люди раньше над ней издевались, и показывает ему фотографию синего цвета. Иван рассматривает фотографию, и вдруг Джером начинает дергать его за волосы. Земля начинает дрожать. Иван паникует, но Майя объясняет, что это из-за пагоды диких гусей, соседнего здания, в котором, по слухам, живут 100 демонов. Земля снова дрожит, на этот раз сильнее, и Иван понимает, что это не просто слухи. Из здания раздается взрыв, и по округе проносится волна. Перед Иваном материализуется черный дух. Майя в ужасе смотрит на него и спрашивает, не забрали ли синего демоны. Иван успокаивает ее, обещая защитить синего. Он пытается призвать экскалибур, но ничего не происходит. Он понимает, что его меч пропал. Демон начинает преследовать их, и Ивану приходится бежать. Иван замечает экскалибур возле мусорного бака. Он не понимает, почему экскалибур там. Иван хватает меч, но демон парализует его мощной силой. Майя кричит его имя и бросается к нему, обнимает и пытается понять, что с ним. Демон бросает экскалибур прямо в него. Лезвие попадает в Ивана, и он сильно ранится. Иван просит ее бежать, но она не может. Она все еще помнит, как Иван защищал ее. Он обещал, что не даст ее в обиду, и заступился за нее, когда другие издевались над ней. Демон бросается на них. Майя стискивает зубы и превращается в тигрицу. Она хочет защитить Ивана от демона. Иван ее первый настоящий друг, и она не позволит ему пострадать. Она бросается на демона. Демон уклоняется от каждой ее атаки. Она призывает огненного духа тигра и атакует демона с невероятной силой. Демон исчезает из разлома, и из тени выходит Блу, теперь
Экскалибур в руках древнего зеленого меча. Черный демон, напавший на них, был каким-то существом, на которое повлиял Экскалибур Ивана. После битвы Ивану снится день, когда ушел его отец. Он бежит за отцом, чтобы тот не ушел навсегда. Его тело реагирует на сон и поднимается с кровати, словно тянется куда-то. Он подходит к окну и чуть не падает с карниза. Майя подбегает к нему, хватает за талию и оттаскивает назад. Она крепко сжимает его руку и умоляет не сдаваться так легко. Иван в замешательстве, ведь они на первом этаже. Майя отводит его в больницу. Он узнает, что его лечащий врач Якай. Якай говорит, что его травма мозга серьезнее, чем ожидалось, учитывая, что он видел галлюцинации и чуть не навредил себе. Затем она спрашивает, принимает ли он какие-нибудь лекарства. Майя достает коробку с таблетками, которую нашла, и протягивает их Якаю. Якай осматривает таблетки и определяет, что это 5 драконов. Она объясняет, что они влияют на передачу информации в мозге. Передозировка может замедлить движение и вызвать нарушение сердечного ритма. В бою такие эффекты могут быть смертельными. Иван в замешательстве. Он никогда раньше не видел эти таблетки. Однако он еще больше удивляется, когда Якай говорит о маленькой кукле. Она говорит, что удивительно, что кто-то в наше время верит в кукольные ритуалы. Иван ничего об этом не знает. Он не в курсе ни про таблетки, ни про куклу. Якай спрашивает, может ли она присоединиться к его команде. Иван отказывает ей, потому что она не соответствует его требованиям. Кай раздражается, потому что он насмехается над ее навыками. Кай уходит, а она просит Майю проследить, чтобы Иван не покончил с собой. Когда они выходят из комнаты, медсестра сообщает, что состояние Ивана быстро ухудшается, и врачи дают ему не больше месяца. Майя не может в это поверить, но она думает и понимает, что, возможно, Иван знал об этом с самого начала, поэтому и принял таблетки. Майя возвращается в палату Ивана. Она заставляет себя спросить, есть ли у него какие-то невыполненные желания. Он говорит, что хочет, чтобы Кинмо была его левым охранником. Она достает телефон и звонит Кинмо. Она объясняет состояние Ивана и его последнее желание, чтобы Кинмо была его левым охранником. Она смотрит на Ивана и видит, что он улыбается. Она знает, что он притворяется, и решает устроить ему прощальную вечеринку. Лю Хуань, дядя Мэн, Кай и Майя приходят на прощальную вечеринку Ивана. Неожиданно появляется Кинмо. Иван поднимает бокал, чтобы произнести тост. Он рад, что наконец-то устроил вечеринку своей мечты. Но Кинмо не так уж и рада, поэтому она решает уйти. Она говорит, что пришла на вечеринку только потому, что ей сообщили, что через месяц Иван умрет из-за плохого здоровья, полученного в боях с демонами. Новость сильно ранит Ивана. Он поворачивается к друзьям, надеясь, что это шутка. Правда открылась, и Иван вышел из комнаты. Он заплакал, оставшись один. Рядом с ним стоял Джером, который радостно смеялся, потому что его желание наконец-то исполнится. Джером странно пританцовывал, и Иван решил, что он пьян, поэтому не обращал на него внимания. Внезапно Джером воскликнул, что если бы он не ослаб и не потерял свою силу, то никогда бы не связался с таким неудачником, как Иван. Он посмеялся над идеальным телосложением Ивана, сказав, что оно бесполезно, потому что у него нет таланта. Затем он назвал его позором для избранных. Джером сказал Ивану, что его величайшим вкладом будет пожертвовать собой ради формирования, чтобы бог-демон не вернулся. Он признался, что испортил Экскалибур, чтобы тот притягивал ветры демонов, надеясь, что Иван проиграет. Джером был разочарован, что Иван продолжал выживать, несмотря на его усилия. Он обвинил Лю Ханя и Кинмо в том, что они вмешивались и помогали Ивану победить демона. Иван слушал, как Джером признавался в предательстве. Джером хвастался, что как только его сила полностью восстановится, изначальное формирование снова стабилизируется. Он добавил, что к тому времени Иван будет совершенно бесполезен для него. Иван сидел застыв, понимая, что все несчастные случаи, которые с ним происходили, были делом рук Джерома. Иван вспомнил о 5 таблетках дракона и обвинил Джерома в том, что он заставил его их принять. Джером отрицал, что заставлял его, и сказал, что просто оставил таблетки там, где Иван мог их найти. Иван вспомнил события в пагоде Дикого Гуся. Он хотел знать, не подложил ли Джером туда фальшивый Экскалибур, чтобы он проиграл, но Джером это отрицал. Затем Джером раскрыл еще один секрет. Он сказал Ивану, что он вовсе не избранный. Джером насмехается над ним за наивность и доверчивость. Иван потрясен признаниями Джерома. Он обвиняет Джерома в том, что тот причинил ему боль и предал его доверие. Иван хочет знать, почему Джером предал его, ведь он никогда не обижал его. Он напоминает Джерому, как он кормил его, заботился о его нуждах, катал его на машине и проводил с ним каждый день. В итоге Иван решает превратить жизнь Джерома в ад, используя любую возможность, чтобы досаждать ему, будь то в душе или во сне.
План мести заканчивается, когда в квартиру Ивана неожиданно приходит Майя. Джером бросается к ней, называя ее спасительницей, но Иван не дает ему приблизиться. Майя вмешивается и извиняется перед Иваном. Она объясняет, что новость о его смерти была ошибкой. И Кай говорил о другом пациенте в больнице, которого тоже зовут Иван. Однако состояние Ивана безусловно необычное. Результаты тщательного медицинского обследования показывают, что все его физические показатели в норме. Его нефрит, как у избранного, слишком слаб. И Кай отмечает, что человек с таким нефритом не должен был быть способен совершать подвиги, которые он совершал во время сражений. Она не спешит с выводами, но предполагает, что состояние Ивана может быть связано с одержимостью или другими отклонениями. Иван переваривает эту новость и чувствует облегчение. Однако Майя говорит, что ей нужно, чтобы Иван позаботился о Блю, пока она будет готовиться к экзаменам в колледже. Иван рад помочь, но Джером начинает строить планы. Он больше не может терпеть Ивана и спрашивает Блю, когда их отряд восстановится. Но вдруг он замечает, что Блю потерял свою божественную силу. Иван замечает это и обвиняет их в сговоре. Джером впадает в отчаяние и просит Ивана помочь ему вернуть силу Синему. Но Иван просто хватает его и вышвыривает вон. Он не останавливается на этом. Он собирает вещи Джерома и выбрасывает их одну за другой. Он стоит у двери и твердо заявляет, что ему не нужен Джером, чтобы спасти мир. Его голос становится резким, когда он добавляет, что присутствие Джерома заставляет его беспокоиться, что кто-то, кого он называет другом, может его предать. Он говорит, что партнер, которому нельзя доверять, ничем не лучше врага. Джером садится на улице и начинает плакать, когда Иван захлопывает дверь перед его носом. Внезапно Джером появляется в окне и бросается прямо на Ивана. Джером громко ругается и заявляет, что он божественное существо, намного превосходящее простого смертного вроде Ивана. Джером прыгает Ивану на спину, подпрыгивая вверх-вниз. Синий наблюдает, как Дауд присоединяется к нему. Затем Джером ставит Ивану ультиматум. У него есть два варианта: восстановить изначальное образование и вылечить Синего, или подвергнуться вечным мукам. Джером начинает объяснять, что история о трех мирах – это только половина правды. Давным-давно великий демон был запечатан 5 мудрецами с помощью изначального образования. Чтобы никто не смог освободить демона, мудрецы уничтожили золотой лотос мира смертных, который был ключом к образованию. Затем они спрятали место, где находился ключ, разбросав его осколки по разным мирам. Джером рассказывает, что он и Синий были защитниками образования. Хотя образование иногда становилось нестабильным из-за дисбаланса между небом и землей, два зверя всегда могли его восстановить. Однако за тысячи лет осколки разрушенного образования начали восстанавливаться. 500 лет назад таинственной организации под названием «Белый призрак» удалось собрать все фрагменты. Джером рассказывает, что вместе с Блю и офицерами Дуб он сражался против организации «Белый призрак», чтобы помешать их планам. Иван вспоминает взрыв на археологическом раскопе и прищуривается, подозревая, что Джером как-то к этому причастен. Джером колеблется, виновато смотрит на него и признается, что они с Блю устроили взрыв той ночью. Прежде чем Иван успевает что-то сказать, Экскалибур внезапно приходит в движение. Меч без предупреждения срывается с места и ударяет Блю. Иван хватает меч, пытаясь его удержать, но его огромная сила не поддается. Энергия меча превосходит силу Ивана, и он падает на землю. Джером стоит над ним, воспользовавшись возможностью отомстить. Он решает покончить с Иваном и сосредоточиться на исцелении Блю. Он поднимает руку, чтобы действовать, но воспоминания наводняют его разум. Он вспоминает доброту Ивана, их совместный ужин, то, как Иван заботился о нем, несмотря ни на что. Джером не может осуществить свой злой план, поэтому опускает руку и вместо этого решает исцелить Ивана. Свет окутывает Джерома, когда он направляет свою оставшуюся энергию на Ивана, чтобы стабилизировать его состояние. Иван просыпается и быстро садится. Он обвиняет Джерома в том, что тот сделал с ним что-то плохое. Однако Джером сообщает Ивану, что его пророческий нефрит запечатан, что странно. Иван стоит в своей комнате и погружается в яркие воспоминания. Он представляет, как остальные избранные окружают его и радуются, когда он побеждает пятизвездочного демона и получает высший цвет на пророческом нефрите. Эта мысль заставляет его улыбнуться, но Джером раздраженно прерывает его, отчитывая за то, что он тратит время на фантазии. Он отмахивается от критики Джерома, указывая на то, что ни у кого из избранных пророческий нефрит не был запечатан, кроме него. Он добавляет, что его меч не похож ни на один другой, и даже Джером сам пришел к нему, несмотря ни на что. Иван откидывается на спинку стула и заявляет, что если Джером поможет ему снять печать с пророческого нефрита, то он даже простит все его прошлые преступления. Джером объясняет, что печать нельзя сломать напрямую, но ее можно ослабить. Он уверяет его, что еще несколько битв ослабят печать, и она в конце концов сломается. Иван пристально смотрит на него и предупреждает, чтобы Джером больше не смел жертвовать им ради формирования. Джером быстро прячется за Блю,
уверяя, что если бы он хотел навредить ему, то сделал бы это, пока он был без сознания. Иван придумывает идею, как превратить свои приключения в следующую мангу. Позже, когда Иван пишет очередную главу манги, Джером смотрит новости о приближающемся мощном тайфуне. Блю выглядывает в окно. Очарованный кружащимися ветрами, которые поднимают мусор на улицах, Блю становится очень серьезным и открывает окно, но его тут же подхватывает сильный ветер. Джером успевает схватить Блю, но его тоже уносит ветром. Иван слышит шум и подбегает, хватая их обоих. Джером отчаянно умоляет Ивана затащить их обратно в дом. В этот момент его внимание привлекает сюжет о кумире Ивана, известном художнике манги. Иван отвлекается и отпускает их. Джером кричит, думая, что их унесет ветром, но Иван быстро закрывает окно, спасая их. Настроение Ивана полностью меняется, когда он видит, как его кумир рекламирует свою мангу в прямом эфире. Он радостно пританцовывает по комнате, когда звонит телефон. Представитель развлекательной компании звонит, чтобы выразить заинтересованность в покупке прав на экранизацию его работы. Иван едва сдерживает радость. Он хватает свой самокат и выбегает на улицу, несмотря на бушующий тайфун, чтобы встретиться с компанией. Ветер чуть не сбивает его с ног, но он продолжает идти. По пути он замечает лежащего на тротуаре мужчину без сознания. Он останавливается, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Но прежде чем Иван успевает что-то сделать, рядом падает еще один мужчина. Иван встревожен и идет по следу в ближайший переулок. Там он находит Кинмо, окруженную людьми без сознания. Иван предполагает, что она ответственна за этот хаос. Он предупреждает ее, что не может игнорировать такое поведение, несмотря на то, что она его любимая стражница-левачка. Он настаивает, что должен сообщить об этом в правительственное учреждение. Кинмо игнорирует его угрозы и спокойно просит его сообщить об этом, пока ситуация не вышла из-под контроля. Иван стоит в переулке, все еще обдумывая предупреждение Кинмо, когда она уезжает. Он пытается избавиться от замешательства, но что-то не так. Затем странное ощущение охватывает его, разлом снова активируется. Один за другим люди, лежащие без сознания, начинают шевелиться. Иван в замешательстве наблюдает, как они встают на ноги неестественными движениями. Сначала он думает, что они лунатики, но потом понимает, что это признаки зомби-апокалипсиса. Он замечает лопату, прислоненную к стене переулка, и берет ее, крепко сжимая на случай, если они нападут. Прежде чем он успевает решить, что делать дальше, из стен и земли начинают расти лозы, которые обвивают людей, находящихся в состоянии лунатизма. Они извиваются и скручиваются, быстро удерживая людей на месте. Иван делает шаг назад, не зная, радоваться ему или волноваться. Сверху раздается голос, который пугает его. Иван поднимает голову и спрашивает, кто это. Из дома выходит женщина и спокойно представляется как аптекарь. Оказывается, после того, как начался тайфун, в нескольких местах в Минсине появились признаки нестабильности времени и пространства. Около сотни человек, оказавшихся рядом с этими местами, начали страдать лунатизмом. У пострадавших внезапно отключалось сознание, и они впадали в глубокую кому. Аптекарь добавляет, что причиной странных симптомов, скорее всего, является демонический ветер. В ту ночь Иван идет в офис развлекательной компании. Он заключает крупную сделку и, помимо прочего, получает информацию о направлении своего сюжета, который очень похож на его прошлое. Менеджер рассказывает о ребенке на заснеженной горе, который случайно нашел сокровище, способное спасти мир. Но незнакомец забрал его и запечатал в ребенке, заставив его забыть все, что произошло. Ивану становится интересно, но он не знает, что эта история похожа на его собственную жизнь. Он задает несколько вопросов. Он хочет знать, почему ребенок был один, где его семья, почему он был на заснеженной горе, что это за сокровище и почему оно было запечатано в ребенке. Иван чувствует себя все более неуютно и решает уйти. Он говорит представителю, что подумает об этом. По дороге домой Иван неожиданно встречает Кинмо на мотоцикле. Он спрашивает, не пришла ли она поздравить его. Затем он упоминает, что его мангу скоро экранизируют, и на эти деньги он сможет расплатиться с долгами. Он предлагает ей объединиться с ним. Прежде чем Кинмо успевает ответить, у них обоих звонит телефон. В сообщении говорится о сильном возмущении времени и пространства, и рекомендуется всем находящимся поблизости и избранным проверить эту область. Иван решает поехать с Кинмо и садится на мотоцикл, так как его скутер, по его словам, сломался. Они направляются в район залива, где по сообщениям нестабильность. Когда они приезжают, Иван сразу чувствует, что что-то не так. Он не ощущает разлома, а тайфун, кажется, не существует. Кинмо не соглашается с ним и настаивает, что там есть какое-то волшебство. Она зовет того, кто прячется, и требует, чтобы он показался. Вскоре появляются несколько человек в состоянии лунатизма и начинают нападать на них. Кинмо быстро расправляется с несколькими из них, но Иван не хочет применять силу,
потому что не хочет причинять вред людям под воздействием чего-то. Ситуация обостряется, когда по округе разносится громкий рев. Иван понимает, что на него нападает большая группа лунатиков. Он зовет Кин Мо на помощь, говоря, что их сила внезапно увеличилась. Кин Мо видит, что Ивану грозит опасность, и пытается прийти ему на помощь, но ее окружают еще больше лунатиков. Она превращается в джинна-скелета и одним ударом уничтожает нескольких нападающих. Она поднимает Ивана и уносит его в безопасное место. Иван хвалит ее и говорит, что она действительно заслуживает быть его левым стражем. Но как только он собирается расслабиться, ему на голову падает капля слюны. Он оборачивается и видит огромного демона ветра, который нависает над ним. Но прежде чем он успевает среагировать, Лю Хэн вовремя появляется и мощным ударом сбивает демона ветра. Однако демон-ветер не падает и быстро восстанавливается. Лю Хэн сообщает им, что демонический ветер каким-то образом смог прорваться сквозь разлом и попасть в наш мир. Он предлагает разработать стратегию, но Кин Мо отказывается, потому что только слабые люди используют стратегию. Иван соглашается с ней и предлагает объединить силы, чтобы победить демонический ветер высокого уровня. Лю Хэн неохотно соглашается и присоединяется к ним, когда они готовятся противостоять угрозе. Несмотря на их совместные усилия, демонический ветер легко отражает их атаки, не получая ни царапины. Он оказывается гораздо сильнее, чем они ожидали. Лю Хэн заключает, что их атаки бесполезны против демонического ветра. Он считает, что они вообще не могут ему навредить. Цинь Мо отмахивается от этого и винит в этом толстую шкуру демонического ветра. Иван сохраняет оптимизм и настаивает, что они должны атаковать вместе, чтобы показать ему свою силу дружбы. Он бросается в бой с Экскалибуром, но демонический ветер с легкостью отбрасывает его. Кин Мо и Лю Хэн атакуют издалека, но громоподобный рев демонического ветра отражает все атаки. Рев разносится все дальше, превращая все больше людей в лунатиков, которые бредут к ним. Лунатики нападают, но Кин Мо и Лю Хэн с легкостью уклоняются. Она замечает, что если так будет продолжаться, то люди, пораженные вирусом лунатизма, упадут от истощения. Лю Хэн соглашается и пытается связаться с Дабом, но сигнала нет. Он расстраивается. Убежденный, что у них нет способа победить демонический ветер, Иван остается решительным и говорит ему отправиться к Дабу за подкреплением. Лю Хэн колеблется, потому что беспокоится о пораженных людях, но Иван уверяет его, что они справятся с демоническим ветром. Когда Лю Хэн уходит, Иван чувствует воодушевление. Наконец-то он сражается бок о бок с Кин Мо, своей верной левой рукой телохранителем. Внезапно Экскалибур начинает светиться зеленым, и его невероятная сила наполняет Ивана. Он просит Кин Мо отойти, чтобы она не пострадала. Она произносит мощное заклинание, чтобы поймать демона в ловушку, но оно действует лишь мгновение, и демон разрушает ее заклинание и нападает прямо на нее. Иван без колебаний отталкивает ее и принимает удар на себя. От удара Иван ранен и тяжело дышит. Он сожалеет, что упустил шанс сразиться с демоном по-настоящему бок о бок с Кин Мо. Демон снова атакует, но Лю Хэн вовремя появляется и блокирует удар. Кин Мо злится и спрашивает, когда прибудет подкрепление, но Лю Хэн признается, что не смог никого позвать. Он пытался выбраться из-под чар, но безуспешно. Кин Мо понимает, что у них нет выбора, кроме как самим победить демона. Они одновременно наносят мощные удары. Демон отвечает, и его ловкость удивляет Кин Мо. Она уворачивается от большинства его ударов, но начинает уставать. Иван с трудом поднимается, его тело дрожит. Кин Мо спотыкается, и демон нападает на нее. Она вовремя создает щит с шипами, а Лю Хэн отвлекает существо. Они пытаются снова поймать демона, вкладывая все силы в свои попытки, но ничего не выходит. Вместо этого демон наносит сокрушительный удар, от которого они оба отлетают. Кин Мо лежит без сознания, а демон нависает над ней, радостно покачиваясь. В Иване закипает гнев, и печать внутри него начинает открываться. Сила наполняет его, и Экскалибур снова начинает светиться. Он бросается вперед, обжигая клинком пальцы демона и блокируя его атаку. На этот раз он сопротивляется мощному притяжению меча и сохраняет контроль. Его движения становятся более резкими и точными, и он атакует демона-ветер. Каждый удар демона-ветерка проходит мимо, потому что Иван ловко уворачивается. Он наносит удар мечом, но прежде чем успевает его нанести, демон-ветер отвечает мощным ударом. Из раны Ивана течет кровь, когда демон-ветер хватает его, сжимая с беспощадной силой. Иван стискивает зубы от боли, насмехаясь над силой демона-ветра. Существо сжимает его еще сильнее, и Иван кричит. Печать внутри него реагирует, яростно сияя и обжигая руку демона-ветра. С воплем боли существо отпускает его. Иван падает на землю, тяжело дыша, но не сдаваясь. Кин Мо и Лю Ханг наблюдают, как Иван пытается встать, из его ран течет кровь.
Его решительный, но слабый голос нарушает напряженную тишину. Он заявляет, что никогда не сдастся, потому что он избранный. Решительность в его словах что-то зажигает в Кин Мо. Она делает шаг вперед, чтобы присоединиться к битве с новой решимостью. Иван отвлекается и видит, как Кин Мо блокирует мощную атаку, направленную на него. Он на мгновение ошеломлен ее поступком, но она выводит его из этого состояния и напоминает, что нужно быть внимательным и осторожным. Вместе они сражаются с демоном ветром, нанося одновременные удары. Ловкость и точность Кин Мо дополняют яростные удары Ивана Экскалибуром, создавая ритм, который отбрасывает демона ветер назад. Лю Ханг чувствует, как его решимость крепнет, когда он наблюдает за их битвой. Он стряхивает боль и присоединяется к ним, атакуя демона ветерка быстрыми движениями. Иван бросается вперед, его меч светится энергией и наносит удар демону ветру сбоку. Кин Мо замечает, что удар достиг цели, впервые им удалось пробить его толстую броню. Она кричит Ивану, указывая на повреждения. Демон ветра на мгновение замирает, и его движения замедляются. Иван и Кин Мо понимают, что происходит. Защита существа усиливается, когда ему причиняют вред, его тело становится прочнее. Но за это приходится платить. Если они продолжат наносить удары, его тело в конце концов рухнет под собственным весом. Острый взгляд Кин Мо замечает слабое свечение на его животе. Она понимает, что это слабое место, и кричит Ивану, что им нужно сосредоточить атаки именно там. Кин Мо добровольно отвлекает демона ветра, ловко маневрируя и нанося быстрые удары. Она заставляет его сосредоточиться на ней, и он начинает беспорядочно размахивать руками. Кин Мо быстро двигается, мощным заклинанием сковывает одну из массивных рук демона ветра, не давая ему защититься. Иван пользуется моментом и бросается в атаку. Но как только он собирается нанести удар, демон ветра пытается схватить его свободной рукой. Лю Ханг вовремя вмешивается, накладывая еще одно заклинание, чтобы обездвижить другую руку. Обе руки демона ветра скованы, и Иван направляет свою энергию в меч, чтобы нанести удар по светящемуся животу существа. Удар достигает цели, но недостаточно глубоко проникает в тело. Иван кричит, что нужно попробовать еще раз, и призывает их выложиться на полную. Но прежде чем они успевают перегруппироваться, демон ветра с ревом вырывается из их ловушек. Иван замечает, что он собирается напасть на них сзади. Он не успевает предупредить остальных, как вдруг на поле боя вспыхивает яркий свет. Вокруг них расцветает мощный магический барьер, который отбрасывает демона ветра назад. Команда оборачивается и видит, как из тумана появляется фигура. Лю Хэн сразу же узнает в ней подкрепление. Иван, однако, тоже видит ее и понимает, что это доктор Йикай. Барьер пульсирует сияющей энергией, и Кин Мо чувствует, как по ее телу разливается сила. Йикай спокойно объясняет, что созданный ею энергетический барьер восстанавливает их выносливость, но его хватит только на один решающий удар. Иван стискивает зубы и заявляет, что они должны сделать это. Команда начинает действовать. Кин Мо ловит тело демона в ловушку с помощью более сложного заклинания, удерживая его на месте. Лю Хэн усиливает ловушку, накладывая еще один барьер, чтобы удержать демона. Иван занимает позицию, и Экскалибур светится ярче, чем когда-либо. Йикай направляет свою энергию на атаки команды, и они синхронизируют свои движения. Взгляд Ивана останавливается на светящемся слабом месте на животе демона. С последним усилием Иван прыгает вперед, и его клинок рассекает воздух. Сила его удара неудержима, и он пронзает демона насквозь. Раздается оглушительный рев, и демон падает, его огромное тело растворяется в темном тумане. Чары мгновенно исчезают, и на поле боя становится тихо. Демон, пульсирующий шар голубой энергии, материализуется перед ними и безмолвно парит. Иван поворачивается, чтобы позвать Кин Мо и Лю Хэн, но они не отвечают, и он падает на землю. Его голос слаб, но в нем слышится облегчение, когда он говорит, что они наконец-то победили. Битва выиграна. Иван лежит в больничной палате, и его тело ноет после вчерашнего сражения. На тумбочке рядом с кроватью вибрирует его телефон. Это подтверждает, что они только что победили семизвездного демона ветра. Во сне он бежит за призрачной фигурой, которая, как он инстинктивно чувствует, его отец. Но фигура остается недосягаемой, как бы быстро Иван не бежал. Снег становится все холоднее, и вдруг его ударяет молния. Боль пронзает его тело, и он просыпается. Он тяжело дышит, хватаясь за грудь, сердце бешено колотится после такого яркого сна. Лю Хэн устанавливает проектор в комнате Ивана и включает его. Устанавливается видеозвонок, и на экране появляется Майя. Она поздравляет их с победой, называя это невероятным достижением – победить семизвездного демона ветра. Голос Майи смягчается, когда она говорит, что сожалеет о том, что ее не было рядом, и что она очень хочет вернуться и сражаться вместе с ними. Тем временем ходят слухи, и в центре них имя Ивана. Его называют шпионом среди избранных.
Предполагается, что организация «Белый призрак» стала более активной с тех пор, как выбрали Ивана. Он также присутствовал при появлении двух демонов высокого уровня, что является необычным совпадением. Самое ужасное, что отец Ивана когда-то был шпионом белых призраков. Иван сидит на больничной койке и рассказывает Майе о событиях битвы. Она спрашивает об Икай, и Иван говорит, что не может поверить в ее невероятную силу. Он признает, что они были на грани поражения, потому что не могли справиться с демоном ветра. Но потом появилась Икай словно спасительница. Воспоминание о ее магическом цветочном барьере и всплеске новой энергии кажется почти нереальным. Однако, когда Иван говорит, видеозвонок внезапно обрывается. Иван недоумевает, почему Икай не попал в официальный список избранных, которым удалось победить семизвездного демона ветра. Это его беспокоит. Но не успевает он об этом подумать, как дверь в его комнату распахивается. Офицеры правительства Дуба без предупреждения входят внутрь, и по их суровым лицам видно, что они настроены решительно. Ивана приводят в суд Дуба, где он впервые предстал перед законом как избранный. Он шутит, что им лучше было бы пахать на полях, чем врываться к нему в комнату с таким мрачным видом. Но его юмор не разряжает обстановку. Когда они входят в зал суда, один из офицеров сразу переходит к делу и спрашивает, где находится отец Ивана, Ван Джан. Выражение лица Ивана меняется, и он усмехается. Он спрашивает, знает ли офицер его отца и дружат ли они. Лицо офицера становится суровым, и в воздухе повисает напряжение. Иван продолжает в шутливом тоне, спрашивая, не должен ли его отец денег офицеру. Офицер, явно разозленный, отвечает, что Иван никогда не сможет расплатиться с долгами, которые оставил его отец. Иван догадывается, что долг составляет не меньше миллиона. Он пожимает плечами и собирается уходить. Но прежде чем он успевает сделать шаг, офицер произносит заклинание. Ивана внезапно окутывает светящаяся тюрьма. Он недоверчиво смотрит на магические прутья. Офицер подходит ближе и требует, чтобы Иван рассказал, как он общается с отцом, и обвиняет его в том, что он помогает организации «Белый призрак» освобождать демонов ветра. Тяжесть обвинения обрушивается на Ивана как удар. Они пригласили его в Дуб не для того, чтобы расспрашивать о семизвездном демоне ветра, но вместо этого его допрашивают о его отце. По тюрьме проходит электрический разряд, и тело Ивана пронзает острая боль. Он стискивает зубы, его трясет, а офицер холодно наблюдает за ним. Офицер заявляет, что страдания Ивана ничтожны по сравнению с теми, кто погиб из-за его предательства. Иван смотрит на него в ответ, боль придает ему сил. Он требует справедливого обращения, бросая вызов офицеру, чтобы тот вышел к нему без клетки. Офицер говорит Ивану, что нет необходимости быть справедливым, когда имеешь дело с сыном предателя. Голос офицера звучит сурово, когда он начинает рассказывать о событиях 20-летней давности. Он рассказывает ему о происшествии с энергетическим сбоем в снежных горах на Северном континенте. Организация Дуб подозревала, что там появился фрагмент ключа. Северная звезда, лидер 4 звезд, был назначен руководителем группы, которая должна была его найти. Хотя они все спланировали, миссия провалилась. Внезапный выброс энергии сбил их самолет с курса, и он разбился в снежных горах. Северная звезда и избранные, находившиеся на борту, не выжили, как и большинство гражданских. Офицер продолжает, говоря, что фрагмент ключа не был найден. Однако, когда нашли тело Северной звезды, у него в руке было что-то зажато. Позже следователи связали с этим происшествием кодовое имя Ван Джана. Его обвинили в том, что он победил Северную звезду, забрал фрагмент и предал Дуб, чтобы присоединиться к организации «Белый призрак». Для всего мира Ван Джан стал символом предательства, а его имя стало синонимом измены. Иван смотрит на офицера с недоверием на лице. Он отказывается в это верить. Его отец никогда бы такого не сделал. Он пытается возразить, утверждая, что история должно быть ошибочна, но офицер продолжает. Он требует сказать, где находится Ван Джан и где находится фрагмент ключа. Иван качает головой, настаивая на том, что он ничего не знает. За это его снова бьют током. Боль пронзает его тело, но он стискивает зубы, терпя наказание, несмотря на свою невиновность. Офицер спрашивает об организации «Белый призрак», обвиняя Ивана в том, что он помогает им скрывать местонахождение своего отца. Иван яростно отрицает обвинение, заявляя о своей верности избранным. Он говорит, что его товарищи по команде могут за него поручиться. Офицер усмехается, говоря, что никто не станет защищать сына предателя. Ивану также предъявляют обвинение в том, что он помог демону 7 звезд проникнуть в наш мир. Офицер в ярости поднимает руку, чтобы снова ударить его током. Но прежде чем разряд достигает цели, в комнате раздается громкий грохот. Кин Мо нападает на офицера сзади. Офицер оборачивается и обвиняет Кин Мо в проникновении на территорию правительства и вмешательстве в дела заключенного. Офицер готовится дать отпор, но тут из тени появляются Блу и Джером и отвлекают его. Кин Мо приказывает им спасти Ивана, но офицер не дает им этого сделать. Блу быстро двигается, используя свое похожее на слизь тело, чтобы проскользнуть в щели и атаковать с неожиданных сторон. Офицер отступает и на мгновение теряет бдительность. Блу пользуется моментом, чтобы нанести мощный удар офицеру в лицо.
Офицер раздраженно рычит, называя их предателями и угрожая арестовать всех. Кин Мо не теряет времени даром и использует свои способности, чтобы поймать офицера в ловушку. Она подбегает к Ивану и помогает ему подняться. Но как только они собираются бежать, офицер разрушает ловушку. Он бросается на них с оружием, но аптекарь блокирует его удар. Офицер прекращает атаку, когда аптекарь заявляет, что время для допроса закончилось. Продолжать пытать Ивана было бы нарушением протокола. Офицер не сдается и вступает в ожесточенную схватку с аптекарем. Через мгновение клинок офицера пронзает маску аптекаря, и под ней оказывается Якай. Иван смотрит на нее, не веря своим глазам. Офицер усмехается, насмехаясь над группой за то, что они сговорились с сыном предателя. Он спрашивает, на чьей стороне Якай, на стороне Даба. Якай игнорирует обвинение и приказывает Кин Мо и Ивану немедленно уходить. Когда они убегают, Иван спрашивает Кин Мо, почему она так рискует ради него. Она отвечает, что Курт однажды спас ее, и она не хочет быть у него в долгу. Звук приближающихся охранников становится громче. Кин Мо толкает Ивана к выходу, оставаясь позади, чтобы задержать преследователей. Иван протестует, но у нее нет выбора. Ее фигура исчезает из виду, когда она остается одна против охранников. Снаружи Иван падает на землю, и люди, проходящие мимо, смотрят на него, пока он лежит на земле. Кто-то бросает в него сырое яйцо, оно разбивается о его голову, желток стекает по волосам. Люди называют его предателем и носителем демонических ветров. Иван возвращается домой и несколько часов сидит у окна. Джером наблюдает за ним с растущим беспокойством. Джером осторожно подходит к нему и говорит, что бы ни сделал его отец, это не определяет его. Он напоминает ему, что печать внутри него наполовину ослаблена, а это значит, что даже формация не хочет его жертвовать. У Ивана звонит телефон и приходит уведомление о том, что через 3 дня правительство Дубая примет решение о том, будет ли Иван официально объявлен предателем. На следующий день Иван пропал. Джером и Блу находят на его столе прощальное письмо и читают его. Иван объясняет, что он уехал. Он говорит им положиться на Лю Хэна и Маю, которые позаботятся о них. Он также упоминает, как ему больно, что Кин Мо так и не узнал его. Начинается паника, когда Джером и Блу выбегают из квартиры, чтобы найти Лю Хэна. Они показывают ему письмо, их лица бледны от беспокойства. Слухи быстро распространяются, и вскоре Якай узнает об исчезновении Ивана. Тем временем на Южном континенте вспыхивают протесты. Толпа требует изгнания Ивана, их крики эхом разносятся по улицам. Появляется Кин Мо и выходит вперед. Она утверждает, что нет никаких доказательств того, что Иван предатель, и напоминает им о законе, запрещающем клевету. Она указывает на то, что правительство Дубая не делало никаких заявлений, и что никто не имеет права осуждать его без доказательств. Она говорит о храбрости Ивана, его неустанных усилиях защитить своих товарищей по команде и его непоколебимой решимости в битвах с демоническими ветрами. Она выражает свою веру в Ивана и как в Джинна Скелета, и просто как в Кинма. Вдали от хаоса Иван оказывается в тени, лицом к лицу с членом организации «Белый призрак». Член организации «Белый призрак» держит в руках светящуюся коробку, которую он забрал у лежащего на земле без сознания члена дубляжа. Участник группы «Белый призрак» пытается сбежать с коробкой, но Иван загоняет его в угол. Прижав лезвие к участнику группы, Иван заставляет его бросить коробку. Она падает в бурлящую внизу реку. Джером появляется как раз вовремя, чтобы увидеть эту сцену. Он замирает, глядя, как Иван прыгает в реку. У Джерома сжимается сердце. Он думает, что Иван безрассудно рискует жизнью. Блу внезапно ныряет в реку и находит коробку. Он сжимает ее, и коробка внезапно открывается, показывая мерцающую проекцию карты заснеженной горы. Иван узнает эту гору, он видел ее во сне много раз. В заснеженных горах спрятано сокровище, которое привлекло внимание организации «Белый призрак». Это сокровище связано с событиями 20-летней давности, загадочной авиакатастрофой и обвинениями, которые преследуют отца Ивана с тех пор. Иван отправляется на заснеженную гору, чтобы узнать правду. Джером спрашивает, почему Иван решил пойти на такой риск. Иван твердо отвечает, что должен доказать невиновность своего отца. Место крушения единственное, где он может найти доказательства, чтобы очистить имя отца. В конце концов, они добираются до места, отмеченного на карте, но огромные горы пугают их. Джером указывает на место внизу, но там слишком опасно. Он настаивает, что они погибнут, прежде чем найдут что-то полезное. Иван смотрит на местность, пытаясь придумать, как спуститься вниз. Прежде чем он успевает что-то придумать, земля под ними начинает трескаться. Джером кричит, предупреждая об опасности, но уже слишком поздно. Скала обрушивается, и они начинают падать. Но в последний момент появляется Лю Ханг и смягчает их падение своей силой. Иван открывает глаза и видит, что его держит Кин Мо. Он думает, что, возможно, попал в рай. Он протягивает руку, чтобы дотронуться до ее лица, проверить, настоящая ли она, но она бесцеремонно роняет его на землю. Он поворачивает голову и видит Лю Хэна, Маю и Икай, стоящих неподалеку. Иван
Иван ошеломлен и спрашивает, что они здесь делают. Майя ругает его, говоря, что они пришли спасти его от необдуманного решения. Лю Хэн добавляет, что он догадался, куда направлялся Иван, и не позволил ему в одиночку столкнуться с опасностью. Иван напоминает им, что их команда распалась, но Икай перебивает его, извиняясь за то, что скрывала свою личность. Она уверяет его, что никогда не собиралась уходить и хочет узнать правду о прошлом. Иван спрашивает, входит ли Кин Мо в их команду. Кин Мо пожимает плечами, не давая прямого ответа, но вспоминает ее слова о том, что он был исключением из ее правила никогда не присоединяться к команде. Иван радостно объявляет, что их команда снова в сборе. Затем он поворачивается к Майе и спрашивает, не замерзла ли она. Майя отвечает, что избранные редко мерзнут из-за своего нефрита-прорицателя. Иван громко заявляет, что это должно быть потому, что его нефрит-прорицатель запечатан, поэтому ему холодно. Группа шокирована его откровением. Джером сердито жалуется на его болтливость. Икай смотрит на Ивана оценивающим взглядом, говоря, что пока не видит в нем ничего необычного. Она обещает провести тщательное медицинское обследование, как только они вернутся. Иван смотрит на Майю и меняет тему, спрашивая о ее археологических находках. Майя отвечает, что во время одного из исследований они наткнулись на странный скелет. Кости были похожи на человеческие, но среди них лежал камень-сердцевина демонического ветра. Икай обдумывает информацию и предполагает, что это мог быть демон в человеческом обличии. Но прежде чем кто-то успевает обдумать это открытие, земля начинает сильно трястись. Снежные горы рушатся, и вокруг них падают огромные куски льда и камней. Лю Хан кричит, чтобы все бежали, и уводит их подальше от разрушающегося горного хребта. Пока они бегут, неустойчивая поверхность под ногами приводит их к зловещему зрелищу. Из-под снега появляются обломки самолета, леденящие душу след трагедии, произошедшей 20 лет назад. Лю Ханг сразу замечает что-то странное в том, как их сюда привели, но прежде чем он успевает озвучить свои опасения, Иван падает на колени. Он смотрит на обломки и чувствует странную слабость. Его голос дрожит, когда он признается, что ему кажется, будто он уже был здесь раньше. Из-под земли доносится голос, подтверждающий, что Иван действительно был здесь не просто как свидетель, а как человек, который забрал то, что ему не принадлежало. Иван и остальные оборачиваются на голос, и их глаза расширяются, когда из тени появляются члены организации «Белый призрак», окружая их. Иван узнает в мужчине того, кто пытался украсть карту у рабочего Даба. Мужчина выходит вперед и говорит, что они не хотят ссориться с ними и предлагают уйти, если они не хотят проблем. Он заявляет, что им нужен только Иван. Напряжение нарастает, когда Икай выходит вперед и обвиняет Белый призрак в сговоре с демонами, спрашивая, что они выиграют от нарушения хрупкого мирового равновесия. Мужчина отвергает обвинение. Он говорит, что их цель не в разрушении, а в том, чтобы сделать то, что Даб так и не смог. Он говорит о избранных как о высшей форме человечества, существах невероятной силы, и высмеивает идею использовать эту силу для защиты обычных людей, как сторожевых псов. Однако Иван говорит им, что обладание огромной силой – это не повод для эгоизма. Это призыв нести ответственность за защиту мира. Белый призрак заявляет, что идеалы Даба – это всего лишь поводок, который заставляет избранных служить ему как рабов. Он предлагает им присоединиться к нему и вместе с доменом демонических ветров вырваться из тюрьмы морального рабства. Лю Хэн смотрит на него и обвиняет в безумии. Он спрашивает, не боятся ли они, что демонические ветры в конце концов обернутся против них. Мужчина утверждает, что демонические ветры не созданы для того, чтобы быть монстрами, а настоящие монстры – это Даб. Лю Хэн в ярости, его трансформация усиливается, и он кричит в ответ, что Даб был щитом, защищающим мир в 3 мирах. Он бросается вперед и начинает яростную атаку. Кин Мо следует за ним. Мужчина приказывает своей группе схватить Ивана, говоря, что они убьют любого, кто встанет между ними и их целью. Начинается хаос, когда группа вступает в бой с членами организации. Кин Мо сосредотачивает свою энергию на лидере, требуя сказать, кто он на самом деле. Она пытается поймать его в ловушку, но он ускользает. Однако ей удается сорвать с него маску. Она потрясена, узнав в нем своего агента по развлечениям, человека, который работал с ней последние 5 лет. Кин Мо требует объяснить, зачем он проник в ее жизнь под видом агента. Незнакомец невозмутимо отвечает, что у него не было никаких коварных планов, только любопытство. Он хотел посмотреть, как далеко могут зайти решимость и упорство сироты. Ее ярость достигает предела, и она мощным ударом сбивает его с ног, а затем с помощью своих способностей привязывает к камню. Агент не реагирует на это. Вместо этого он вызывает девятиглавого генерала, призывая огромную армию. С неба обрушивается разрушительная атака. Юкай чувствует это и кричит, предупреждая остальных. Но удар приходится на Джурма
ломая Ивана. Иван пытается понять, что это было, но Джурм быстро определяет последовательность ударов и пытается предугадать следующий. Но несмотря на его усилия, их снова атакуют, и они оба получают ранения. Кин Мо делает шаг вперед и использует свои способности, чтобы дать команде еще один глаз, позволяющий видеть невидимого противника. Небо темнеет, и с небес спускается гигантское существо с головой орла. По сравнению с этим монстром, предыдущие сражения кажутся детской забавой. Они объединяются, чтобы атаковать его и защитить Ивана. Их объединенная сила кажется внушительной, но генерал с легкостью отражает их атаки. Орел-монстр парит над ними и обвиняет их в безжалостном убийстве его демонических ветров. Он наносит мощный удар, целясь в Ивана. Иван поднимает Экскалибур, чтобы отразить атаку, но сила генерала слишком велика. Удар грозит сокрушить его, но печать на его нефрите пророки начинает ослабевать. Собравшись с силами, Иван отражает атаку, но она отнимает у него последние силы. Юкай направляет свою энергию, чтобы исцелить команду и восстановить их силы. Генерал замечает это и тут же атакует ее. Он наносит ей быстрый и сильный удар. Он действует методично, нападает на Маю, потом на Лю Ханг, а затем на Кин Мо, и каждый из них падает, не успев даже отреагировать. Иван в ужасе наблюдает, как его товарищи по команде одного за другим выводят из строя. Прежде чем он успевает что-то сделать, генерал поворачивается к нему и наносит серию безжалостных ударов. Иван пытается защищаться, но генерал настолько силен и быстр, что он не может ничего сделать. Майя кричит, наблюдая, как генерал сбивает Ивана с ног. Кин Мо с трудом поднимается на ноги, дрожа от усталости. Генерал усмехается, насмехаясь над ее тщетными попытками, и заявляет, что теперь, когда все ее товарищи по команде повержены, ее сопротивление бессмысленно. Он отталкивает ее в сторону и направляется к неподвижному телу Ивана. Внезапно тело Ивана поднимается в воздух, окутанное светящимся магическим заклинанием. Энергия закручивается спиралью и ударяет прямо в его ядро. Группа отчаянно зовет его. Когда заклинание начинает высасывать из него энергию, сознание Ивана меркнет, и в его голове эхом отдается голос отца. В памяти всплывают воспоминания. Он видит фрагменты битвы, где члены Дубы сражались с организацией Белый Призрак. Среди хаоса появляется ключевой фрагмент, который притягивается к телу Ивана словно магнитом. Тем временем Джером приходит в себя. Его глаза расширяются от ужаса, когда он видит, что Иван висит в воздухе, а из него высасывают энергию. Он бросается к генералу в отчаянной попытке остановить процесс, но его легко отбрасывают в сторону. Ключевой фрагмент, наконец, отрывается от тела Ивана, и когда это происходит, печать внутри Ивана полностью разрушается. Генерал и агент начинают спорить о том, кто получит фрагмент. Пока они дерутся, Иван медленно поднимается на ноги, и его присутствие становится еще более ощутимым. Генерал ухмыляется, одобряя поступок Ивана, который выступил против него. Иван благодарит его, но требует что-то взамен. Он хочет вернуть своих друзей и фрагмент ключа. Но у генерала другие планы. Он хочет, чтобы Иван сдал Джерома, и если тот это сделает, то генерал пощадит их. Но Иван отказывается, и генерал приказывает своим людям схватить их. Иван бросает Джерома в их сторону, чтобы отвлечь охрану. Кин Мо использует возможность вырваться на свободу и точным ударом сбивает своего похитителя с ног. Лю Хэн и Кай и Майя следуют ее примеру и побеждают своих похитителей, несмотря на ранения. Генерал внимательно наблюдает за Иваном, замечая, что его аура становится все сильнее. Его любопытство сменяется раздражением, и он высвобождает всю свою мощь. Он двигается с невероятной скоростью, его атаки точны и безжалостны. Иван пытается подстроиться под его движение, но едва успевает уклоняться от каждого удара. Генерал наносит сокрушительный удар, и Ивану приходится блокировать его Экскалибуром. Генерал усмехается, насмехаясь над храбростью Ивана, и предупреждает, что тому не стоит тешить себя иллюзиями, будто у него есть шанс. Тем временем Кин Мо с яростью набрасывается на своего агента. Ее скорость и сила превосходят его, и он не может противостоять ее безжалостным атакам. В другом месте Мэй Янь и Лю Ханг объединяются, чтобы справиться с оставшимися членами организации. Их координация безупречна, несмотря на неравные силы. Хотя и Кай ослаблена, она поддерживает их заклинаниями. Битва в заснеженных горах сказывается на группе. Их движения замедляются, и даже Иван начинает с трудом удерживать Экскалибур. Генерал замечает это и, воспользовавшись моментом, бросается к Ивану, чтобы закончить бой. Перед тем, как атака началась, Икай вышла вперед, собрав последние силы. Она создала щит из цветов, чтобы защитить Ивана, и наложила усиливающее заклинание, передав ему свою энергию. Иван почувствовал, как по его телу пробежала волна силы. Дрожь прекратилась, и зрение прояснилось. Он снова поднялся с непоколебимой решимостью. Иван бросился на генерала, двигаясь с невиданной ранее скоростью.
Их столкновение было таким быстрым и яростным, что их движения превратились в потоки энергии. Генерал не мог поверить своим глазам, когда понял, что сила Ивана равна его собственной. После одного заклинания битва закончилась. Иван мощным ударом сбил генерала с ног, заставив его упасть на колени. Но победа была недолгой. Генерал поднялся, осознав, что недооценил Ивана. Он нанес сокрушительный удар, целясь в Ивана. Команда окружила его, используя свои силы, чтобы защитить и отразить атаки генерала. Впервые генерал почувствовал объединенную мощь их сил. Кин Мо использовала возможность и призвала свои цепи, крепко сковав генерала. Когда генерал был обездвижен, Иван двинулся вперед, сосредоточив свою энергию в Экскалибуре. Меч засиял ярким потусторонним светом. Он подошел ближе и нанес мощный удар, который окончательно сразил генерала. Когда генерал упал, осколок ключа поднялся в воздух и вернулся к Ивану, который взял его, празднуя победу. Теплый свет пробился сквозь тучи, освещая заснеженные горы. Битва окончена. На Южном континенте царит напряженная атмосфера. Прошло 3 дня с тех пор, как Иван и его группа исчезли, и до сих пор нет никаких новостей об их судьбе. Среди людей нарастает беспокойство, вспыхивают протесты с требованием выгнать Ивана из Даба. Когда волнения достигают своего пика, появляются официальные лица Даба, привлекая всеобщее внимание. По толпе пробегает шепот, когда Иван и его команда возвращаются, уверенно шагая вперед. Слухи об их победе над могущественным демоном и организацией Белый Призрак начинают распространяться среди людей. В головах самых ярых критиков Ивана зарождаются сомнения, ставящие под вопрос его преданность. Наконец, представитель Даба выходит вперед, чтобы обратиться к толпе. Они объявляют Ивана и его команду героями, потому что их действия спасли множество жизней и восстановили равновесие. В университете Минсин Иван подходит к Кинме. Он стоит рядом с ней и спрашивает, нашла ли она нового агента. Она отмахивается от вопроса, переводя разговор на более серьезную тему. Она упоминает его отца, интересуясь, как он собирается очистить свое имя, когда единственная зацепка исчезла. Иван говорит ей, что сдаваться нельзя. Он обещает продолжать поиски, сколько бы времени это ни заняло. Затем он говорит ей, что бы ни ждало их в будущем, он всегда будет защищать ее. Позже группа собирается на месте раскопок, где произошел загадочный взрыв. Лю Хэн снимает ткань с места раскопок. Когда он откидывает ее в сторону, группа потрясена увиденным. Под тканью лежит скелет с демоническим ядром в груди. Иван утверждает, что это не похоже на человека, и предполагает, что это может быть демон ветра. Лю Хэн, однако, качает головой и напоминает им, что демоны ветра не оставляют после себя скелетов. Майя отмечает, что скелет здесь идентичен тому, который они нашли в заснеженных горах. Выражение лица Икаи становится мрачным, когда она сопоставляет эту информацию, предполагая, что 2 скелета могут принадлежать одному существу. С другой стороны, Ким Мо чувствует необъяснимую тягу к скелету. Его энергия словно резонирует с ней, взывая к ней так, что она не может это игнорировать. Она протягивает руку и на мгновение прикасается к скелету. В тот же миг вспыхивает яркий красный свет, образуя за ее спиной вращающийся портал. Прежде чем кто-то успевает среагировать, портал начинает излучать энергию. Она сбивает Ким Мо с ног и затягивает ее в светящуюся пустоту, пока остальные в панике выкрикивают ее имя. Они бросаются к ней, но портал мгновенно закрывается, оставляя их ошеломленными и беспомощными. Ким Мо без сознания лежит в другом мире. Рядом с ней появляется девушка и нежно проводит рукой по лицу Ким Мо, потому что давно ее не видела.